Здравствуйте, мои дорогие! На канале развития. Простите, я заикаюсь, сегодня очень сложная тема. На канале развития мы с вами начинаем цикл очень важных для вас сообщений. В одном из видео я уже упоминала такое понятие, как разрушители. Это люди, обладатели неконтролируемого гнева. Что это такое и к чему это ведет? То есть мы с вами сегодня начнем, просто прикоснемся к этой теме, начнем разбирать, что же это такое и почему с этим надо работать, почему, грубо говоря, если у вас есть неконтролируемый гнев, вы никуда не пойдете. Вы можете быть абсолютно успешными людьми, вы можете быть очень сильными людьми, но если вы обладатели гнева, то дальше этой жизни, к сожалению, вы можете никуда и не уйти. Значит, мы приходим из вечности, мы уходим в вечность. Здесь мы учимся быть лучшими людьми. И если в человеке изначально есть гнев, потому что я даже видела младенцев, которые были, очень гневные. Все плачут, а эти, не просто плачут, а очень гневно плачут. То есть это люди, которые очень сложно справляются со вспышками гнева. Я таких людей называю разрушителями. Почему? Потому что я для себя однажды уяснила раз и навсегда, что эти люди не просто абьюзеры, они не просто насильники, а они те, кто они есть, а именно разрушители. Они разрушают себя, потому что гнев – это один из смертных грехов. Не зря. Это абсолютно не зря, потому что никто, как разрушители, гневавшиеся люди, не приносят в этот мир столько разрушения. Они разрушают себя, они разрушают всех людей вокруг себя, они разрушают общество, они разрушают энергию Земли, которая, по идее, должна быть положительной. Если учесть, что в вечности только положительная энергия, там нету отрицательной энергии, соответственно, в вечности таким людям места тоже нет. То есть оттуда они выходят вечными сущностями, приходят сюда, разрушают себя и все вокруг себя гневом, уходят в вечность и идут на уничтожение. Вечной жизни у них уже, к сожалению, нет. Конечно, они могут выпросить. Создатель, он невероятно добр, он и есть любовь в полном этом смысле слова. Он любит нас настолько, что прощает нам даже смертные грехи. Но даже если вы у него выпросили вторую реинкарнацию, то и третью, и пятую, и десятую, тысячную, то это не значит, что рано или поздно это все не закончится потерей вашей вечной жизни. Я думаю, что всем уже достаточно ясно, что гнев – это не то, что нам нужно, если мы хотим быть хорошими, вечными сущностями, вернуться в вечность и наслаждаться всем, что там есть. А это не просто слова, это очень красиво, это невероятно прекрасно. Когда-нибудь расскажу вам о вечности и чем она отличается от нашей земной жизни. Но самое главное, что с этим делать? Почему в работе над своим высшим «я» было сказано свыше: если у вас есть гнев, вы это на первое место ставите. И работаете с этим сначала, прямо вот с сегодняшнего дня, с этой минуты и всегда, пока этот гнев из вас не уйдет, и пока вы из волка не превратитесь в ентакого ягненочка, который добрый, сладкий, пушистый, возможно, даже беленький весь такой. Почему? Потому что от вас страдают. От вас страдают все. От вас страдают ваши близкие, от вас страдает, к сожалению, общество, от вас страдают даже те, кто не имеет никакого к этому отношения, потому что я видела однажды женщина, смотрела видео, где другая женщина рассказывала про то, какой абьюз она прошла, и она рыдала, как маленький ребенок. А когда я спросила, в чем же дело, она сказала: потому что я даже не знала, что это так плохо. Люди, которые даже не прошли абьюз, они
чувствуют огромную боль, когда соприкасаются с этой проблемой. И самое главное, люди, которые прошли абьюз, восстанавливаются потом огромное количество времени. Например, человек находился с разрушителем год, восстанавливаться будет год. А ведь некоторые проживают с разрушителями долгие годы, и потом долгие годы восстанавливаются. Неважно, какие бы они сильные не были. Разрушители, дорогие мои разрушители, у вас прекраснейший шанс прослушать это видео, прослушать остальные все последующие видео, которые мы будем делать на эту тему. Свыше вам придет огромное количество информации в помощь, как себя вернуть в нормальное состояние. Сегодня это, грубо говоря, такое видео введение для того, чтобы вы сели, подумали и нашли в себе мотивацию, нашли себе то, ради чего вы бы захотели стать нормальными людьми. Потому что быть разрушителями – это ненормально. Оно вам и не присуще, вы не должны быть такие. И опять же, это настолько великая проблема, что здесь без помощи тех, против кого вы воюете, а именно ваши близкие, это могут быть ваши дети, это могут быть ваши партнеры, муж, жена, это могут быть ваши родители, ваши друзья, да просто даже незнакомцы где-то на улице вы их встретите. Понимаете, это такая огромная тема, что в маленькое видео его даже невозможно впихнуть. Как бы я ни старалась, впихать невпихуемое невозможно. И мне достаточно трудно об этом говорить. Из-за этого, наверное, я буду очень много запинаться, вы уж меня простите. Но мы с вами будем работать. Почему? Потому что я, как никто другая, знаю, как это сложно. Шанс есть, надежда есть. Высшие силы дали это задание, начать об этом говорить. Если вам интересно, вы, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы я знала, что мир людей, которые хотят стать лучше и развиваться, он все-таки ширится. Вот здесь, в этом маленьком пространстве, где для вас открыт канал свыше, потому что я здесь вот просто передатчик сижу и передаю вам то, что свыше вам пришло. И вы, пожалуйста, давайте знать, что это для вас важно, развиваться и быть прекрасными, хорошими людьми. Извините меня, пожалуйста. Конечно, такая тема, она очень больная, потому что каждый раз, когда я говорю об этом, я физически ощущаю боль от насилия, которое происходит в этом мире. Мне даже воспринимать эту информацию свыше и видеть, как идет ответный поток энергии наверх и почему это я должна вам говорить, мне даже физически больно об этом говорить. Поэтому я, конечно, сделаю все, что я могу. И в следующем видео мы с вами запишем уже обращение для разрушителей. Следующее для их жертв. И последующее мы с вами, если я слышу правильно, да, они говорят, что они дадут самые простые инструменты, как выйти из этого положения. При желании, если вы напряжетесь чуть побольше, вы не потеряете своих близких. Это обещание сверху. Посмотрим, как у нас это с вами получится. Люблю, целую со всей моей любовью. До новых встреч.